Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в термине сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть, вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать, все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь, и тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Так, всем доброго вечера. Начинаем очередной стрим. Как только что проверил, можете писать свои вопросы, пожелания,
которые, может быть, прочитаю, может быть, не прочитаю. И в ВКонтакте, и на Ютубе. Сегодня все везде работает. Ну а вопрос первый, самый-самый. Это попросили осветить День крещения Руси. Кто не в курсе, этот день отмечается 28 июля, то бишь вроде как бы сегодня. Но вот только крещению Руси этот день не имеет абсолютно никакого значения. Очередной князь решил, что а почему бы вместо Одинов, Велесов, Перунов и прочего пантеона не поставить одного какого-нибудь правильного. Вот. И поставил. Я не знаю, как и сколько в процентном соотношении на тот момент было христиан на Руси. Но если предположить, что половина была, а половина не было, то после этого самого дня все осталось ровно точно так же, как оно и было. Вот только последователи правильно, в данном случае правильного Бога, который по большому счету даже и не Бог, а просто-напросто бастард Бога. Кто не в курсе, бастард — это незаконно рожденный сын. Или, говоря по-испански, ублюдок. Так вот, последователи этого самого бастарда начали в некотором роде притеснять всех тех, кто не разделяет с ними общее мнение, не верит в единого Бога. Прошло какое-то время, 10, 20, 120, 220 лет. И так называемые язычники потихоньку умерли. А в связи с тем, что новым детенышам навязывали правильное божество, доброе и даже не знаю, как назвать ее еще, православная религия стала просто-напросто здесь везде. И все. Поэтому, если хотите показать, как один князь дал команду верить в правильного Бога, и вся Русь сразу же поддержала его в этом, то это, пожалуй, не этот случай. Как-то так. Может быть, у кого-то и есть другое мнение, но оно немного не сходится с моим. Поэтому я останусь при своем мнении. Я не являюсь последователем какого-либо бога, в том числе и православного бастарда, и неправославного, не бастарда, и уж тем более какого-нибудь там макаронного бога. Поэтому сегодня для меня простой день. Обычный четверг, 28 июля. И все, ничего больше. А раз ничего больше, переходим к вопросам, которые вы нас задавали за последние 4 дня.
Ну а теперь приступаем к вопросам. Первый вопрос, который мне абсолютно непонятен, но который почему-то озвучило несколько донатеров. Ургант вернулся. Да, вернулся. Колесит по России, проводит какие-то там мероприятия, зарабатывает какие-то там деньги. Пройдет еще полгодика-годика, и все остальные тоже вернутся. И если сейчас, например, защитник Пугачева и Галкина Филипп Киркоров вдруг ни с того ни с сего по собственной воле поехал в Крым, госпиталь, где проходит лечение военнослужащие, пострадавшие в СВО, наделал 1001 фотографий, ну, как, наверное, положено, спел песенки, еще что-то там. И из 1001 поста, который написан: вот смотрите, мы в него не верили, мы от него не ждали, а он раз такой, и поехал, и помчался. Только в одном. В тексте было написано: единственное, о чем я переживаю, это о том, почему ни один из офицеров не сказал: а что ты здесь забыл, пидор бразильский. Пошел вон. Но через какое-то время, как я немного ранее говорил, все остальные, которые вдруг резко захотели уехать в отпуск, прокатиться, гулять, отдохнуть, немного поиздержатся и приедут сюда зарабатывать деньги. А чтобы не было каких-нибудь криков, визгов про то: смотрите, этот предатель вернулся, чтобы обирать нас и все такое подобное, сначала проедут и дадут какой-нибудь бесплатный концерт в Крыму. Может быть, самые сильные, самые смелые Донбасс посетят, может, еще чего-нибудь. Там песенки споют. И все. И сразу всех поймем и простим. А дальше все будет так же, как и было и раньше. Единственное, ну да, у Little Big может не получиться. Хотя они могут заявить, что их последнюю песню вы просто неправильно поняли. А то, что они уехали в США, а почему нет? Это разве запрещено? У Галкина не получится, у Панина не получится. Вернее, получится. Но будет немного сложнее, чем тому же Урганту. Ну а посмотрим. Лично я жду Галкина на Новый год. На, как он там называется, новогодний огонек. Будет с Басковым рассекать, смеяться, шутить и все остальное прочее. Почему нет? Все как было, все так и будет. Как зарабатывали они здесь деньги, так они и будут здесь зарабатывать деньги. Потому что там они нахрен никому не нужны. Также сообщают, что нижегородец Тарасов нашел свидетеля. Ну все, продолжается вся эта история с болельщиками, где 3 взрослых футбольных болельщика налетели на 14-летнего парня, прогнали в какую-то клубу, отжали наушники, швырнули его на асфальт. Ну, как я в прошлом выпуске говорил, когда про этих футбольных болельщиков рассказывал, все это просто кто первый сдастся, тот первый начнет стучать. Тарасов не сообразил, что надо стучать, а его приятели
на данный момент идут свидетелями по его уголовному делу. Не, понятное дело, и пиво вместе пили, и за одну команду вместе болели. Но срок мотать — это совсем другое дело. Поэтому зачем? Виновный есть. Все, хватит. Пиши по-русски. Так будет немного понятнее, что ты там хочешь сказать. Товарищ с погонялами гибкий. Ну и, собственно, все. Что еще рассказать про этого Тараса? Скорее всего, сядет. Может быть, в последний момент что-нибудь обнаружится и пронесет товарища мимо. Также сообщают, что крымская станция техобслуживания раздает взятки за отмену сноса. Как я говорил уже не один раз, когда вы сообщаете какую-то новость, напишите побольше 3-4 слов. Приложите какую-нибудь ссылку, еще что-нибудь. Да, в этот раз получилось найти. В Крыму есть станция техобслуживания, которая некоторое время назад отказалась обслуживать машину, то ли военную, то ли просто с нарисованной Z-буковкой. В Китае. И после этого возникла какая-то шумиха, и выяснилось, что станция техобслуживания построена незаконно, и суд постановил ее снести. Прошло какое-то время, она как стояла, так и стояла. На данный момент адвокат владельца этой станции сообщил, что какого-то чиновника, который решал всякие разные вопросы, арестовали за то, что взятки. И все. А Егиту, повторяю, если я говорю на русском языке, если я говорю про Россию, то в какой стране, скорее всего, я нахожусь? Сложный вопрос. Не каждому под силу. Ну, посмотрим. Данная тема периодически всплывает, время от времени ее обсуждают. Поэтому не знаю, может быть, либо станцию техобслуживания снесут, либо просто-напросто кто-то кому-то что-то занесет, и вдруг окажется, что, в принципе, да, оформлено было неправильно, но сейчас владелец все исправил. Станция уже может спокойно продолжать свое техобслуживание. А то, что где-то чего-то там отказали, ну, это частный контора. А раз это частная контора, то она может сама принимать решение, кого обслуживать, а кого не обслуживать. И опять же, куча дурограмма аудиторий не сильно поняли, в чем была проблема. Обвиняют владельцев каком-то нацизме, фашизме, поддержке Укрвермахта, а на самом деле не было слесаря, который умел это делать хорошо. А раз нет человека, который сделает хорошо, зачем делать плохо? Поэтому вежливо отказали. Но кто-то что-то, как всегда, неправильно понял. Следующим вопросом: почему 02 не возбуждает дела на чеченцев и таджиков? Возбуждает.
и на тех, и на других, и еще на полсотни третьих. Но есть небольшая фишка. Если, допустим, взять какой-нибудь условный местный локальный УВД, то, допустим, сидит там дежурный. Этому дежурному приносят какое-нибудь заявление и говорят: примите это заявление. В этом заявлении написано, что какой-то персонаж, как выглядит не помню, как одет не знаю, кто такой вообще, в принципе, не имеет, совершил какое-то нарушение, которое, кого-то обидел, кого-то, может, оскорбил, вот что-то такое бытовое. И надо наказать. И тут включается специальная штука. Если заявление будет принято, то по этому заявлению нужно будет подключить кучу народу, провести кучу работы, и после этого выдать какой-то результат. Но, например, этот результат будет труднодоступен. Можно написать какую-нибудь дежурную отмазку, за которую, скорее всего, не похвалят. И надо будет что-то конкретное сделать. Но на это что-то конкретное нет ни желания, ни времени, ни возможности. Или чего-то одного. И все. И будут искаться 1001 способ, как это заявление не принимать. Я бы, например, на месте правоохранительного начальства, в той же прокуратуре, в той же МВД, создал бы какую-нибудь единую систему, куда заносились бы абсолютно все заявления. И ставилась пометка: заявление принято, заявление не принято. Если заявление не принято, то кем не принято, почему не принято, и все остальное прочее. А просто потом появляются новости, где какой-то там таджик приревновал свою девушку кому-то и нанес ей 17 ударов ножом по корпусу. Девушка, соответственно, скончалась. А потом выясняется, что мать этой девушки приходила в ОВД, писала 3 раза заявление, и каждые 3 раза был получен отказ. Пыталась обвинить этого таджика в том, что угроза насилия, прочие, там, драки и всякое такое. И вот возникает вопрос: а почему? Вроде как бы пришла мамаша, сказала: вот этот таджик избивает мою дочь. Почему, например, вместе с мамашей не приехал наряд ППСников? Этого таджика не запихнули в трюм, выяснили, кто такой. Бил, не бил. Бил, хорошо. Передали дело в суд. Суд посчитал, посмотрел. Достоин сидеть в русской тюрьме, пусть сидит в русской тюрьме. Недостоин. Вышлем его на его родину. И все. И все вроде как бы нормально. Но заявление принято не было. Кто отказал, когда отказал, зачем отказал, почему отказал. Я думаю, что если это дело не замнут, а скорее всего его замнут, забудут и все такое прочее, кому интересно, какая-то 17-летняя убитая девка через неделю. Она и сейчас никому не интересна, кроме родных и близких. А через неделю про нее уже, скорее всего, никто и не слышит.
Но если вдруг кто-то где-то как-то вспомнит, то найдут какую-нибудь отмазку. Скорее всего, эта отмазка будет соответствовать букве закона. На днях прочитал в интернете про то, что единственное, что не может сделать Россия, как царская Россия, советская Россия, путинская Россия, это просто подать и показать, как все хорошо. И приводится пример Украины. Вот смотрите, да, гибнет дохренище и больше украинцев. Ну вот смотрите, огромное поле, где над каждой могилой стоит украинский флаг, дует ветер, и все это очень красиво. Торжественно и все остальное прочее. И вот смотрите, вот это могилы наших военнослужащих, которые погибли, освобождая не очень удачно нашу самостийную незалежную Украину. А где то же самое, но с российской стороны. А с российской стороны мы видим, как одна мамаша убиенного солдата обвиняет папашу, что папаша не видел сына с тех пор, как они развелись, а это было 20, 30, 40 лет назад. А тут вдруг папаша узнал, что сына убили, и можно получить деньги за то, что сына убили. И вот папаша требует эти деньги отдать ему. И вот этот скандал рухнет. Да, вот это все обсасывают в интернет. А какой-то торжественность. Вот смотрите, это герой, вот это не герой. Про это, да, вот смотрите, в нашем городке повесили плакат какого-то там военного, который сделал то-то и то-то. Какой молодец. Или, например, на днях 3 малолетки, то ли 12, то ли 14 лет, пошли плавать на водоем. И девочка из этих 3 малолеток на середине водоема запуталась в водорослях и начала тонуть. Ну, в компании был смелый, сильный, отважный мальчик, который немного непонятно. Во-первых, мальчик не умел плавать. Но добрался до девочки, отпихнул ее, девочка смогла выбраться на берег и не утонула. А мальчик начал тонуть, потому что плавать он не умел. Рядом на берегу загорал милиционер, увидел, вернее, не милиционер, полицейский, увидел, что ребенок тонет, доплыл, вытащил, оказал первую медицинскую помощь, ребенок жив-здоров. И вот про это написал один канал, ну, из тех, которые я читал. И примерно 15 каналов написали, вот смотрите, в Арзамасе участкового в своем кабинете нашли застреленным. Поругался, хотел уволиться, не получилось, зашел в кабинет, застрелился. Вот о чем лучше рассуждать? О том, что у нас есть полицейский герой или какой-то тормоз слабохарактерный, а нормальным, здоровым, умным, сильным человека, который застрелился сам, я назвать никак не могу. Как минимум, это психическое отклонение внутричерепной коробки. Но, однако, толпа обсуждала, почему он застрелился, как он застрелился, почему никто не услышал, не увидел, все остальное тоже. И один человек написал, вот один, отдыхал на берегу, в свой выходной увидел, что ребенок тонет, доплыл, спас. Все. И вот если бы те писали о том, что вот смотрите, есть такие, есть сякие. Писали не только про то, что будут говорить, а вообще про все. Про хорошее, про плохое. Вот да, вот смотрите, наш участковый поступил плохо, просто взял и проигнорил.
но в то же время его напарник, другой участковый, вот это не проигнорил, а сделал так, так и вот это. И вот он такой молодец. Но такого нет. Потому что поругать, похвалить — это разные вещи. За поругать мы найдем 1001 желающего поставить лайк, а похвалить — за что хвалить? За то, что он просто свою работу сделал. Да ну бросьте, да он же мент. Зачем? Они все собаки, они все волки, они на такое не способны. И все. Также появилась какая-то непонятная шумиха по поводу того, что во время игры двух футбольных команд, турецкой и украинской, украинская сторона начала шуметь, кричать и скандировать слова «Владимир Путин». И в 9 из 10 опусов написано: смотрите, турки поддерживают Россию. И хочется расстроить желающих это прочитать именно в этом ключе. Турки не поддерживают Россию. В данном случае турки просто злят, бесят, выводят из себя украинскую футбольную команду. И все. Если бы, чтобы вывести украинскую команду, нужно было прокричать Адольфа Лозовича Шикельбругер, они бы кричали про Адольфа Лозовича Шикельбругера. Если бы нужно было для того, чтобы взбесить украинцев, прокричать, не знаю, что угодно, они бы всю игру кричали что угодно. И все. И ничего больше. Также сообщают про обмен заключенного Бута на 2 американских заключенных. Ну, в том плане, что американские заключенные, наркоманка и шпион сидят у нас, а Бут сидит у них. Погуглил, почитал. Какой-то высокопоставленный американец об этом заявил. Но, как заявила отечественная сторона, подобные штуки не обсуждаются в прессе до своего логического конца. Договорились обменять, обменяли, после этого сообщают: вот заключенный с той стороны меняется на заключенного с этой стороны. А сейчас все начали обсуждать, о чем только одного Бута на 2 их. А давайте вколем их какие-нибудь уколы, чтобы они сдохли. А давайте потребуем, чтобы вместо Бута выдали еще какого-то. А давайте то, а давайте все. А давайте каждый будет заниматься своим делом. Те, кто занимается обменом, пусть обменивают. И они сами решат. 1 на 2, 1 на 5. Или 10 на 1. А то, что кричат в интернете, это просто кричат в интернетах. Это влияет только на количество лайков под каким-то конкретным постом. И все. Если человек, которому поручено договариваться об обмене Бута на наркоманку и шпиона, то он эти посты читать не будет. Ему народного мнения абсолютно нет никакого дела. Просто есть задача, которую нужно решить. И он будет прилагать усилия, чтобы эту задачу решить. И все. Ни больше, ни меньше. И, пожалуй, последний вопрос на сегодня. Это заявление о том, что Украина будет признана террористическим государством. Нет, Украина не будет признана террористическим государством.
Если бы российская сторона хотела признать Украину террористическим государством, они бы не вели войну миротворцев. Они бы делали, например, так, как предлагал делать я в свое время. Подлетели к городу, объявили о скором сравнянии этого города с землей и дали повод сдаться. Желающие сдаться вышли, не желающие разбомблены вместе с ними. И все. Если российская сторона признает правительство Зеленского, а также все государство Украины террористическим, то любой работник на это государство будет признан террористом. А значит, Донецкие, Луганские, Херсонские, Запорожские, Львовские и прочие будущие народные республики будет всего лишь не каким-то там народным референдумом признанной самостоятельной державой, а будет именно небольшим отклонением от террористического государства. И все. Итак, после того, как с Украиной будет покончено, придется разоружать уже независимые народные республики, или после того, как проведут референдум и присоединят их к России, потихоньку, полегоньку закрывать всех ополченцев по российским тюрьмам. Не за то, что ополченцы, а за то, что грабили, убивали. Если появится желание, то практически на 90% всех этих освободителей можно будет завести уголовные дела. Материалы собираются, изредка они проскакивают, но сразу же тушатся, гасятся, чтобы не появилось там чего-то. А иногда, вот смотрите, какой он плохой, хотя вроде на нашей хорошей стороне, а потом раз, не справится, застрелится, жалко. А он таким ведь парнем был. Ну а теперь заканчиваем с Украиной и переходим и на сериальную часть. Сериал «Киллер». Отличный сериал. Если честно, когда собирался его посмотреть, ожидал, что это будет. Да, в главных ролях Устюгов из «Ментовских войн». После этого снялся еще в полсотни всяких сериалов, фильмов, и везде он одно и то же. Разные костюмы, разные роли. Но такое впечатление, что исполняет одну и ту же роль. А тут раз и актер играет. Уже интересно. Сюжет простой. Мент со своим напарником решили задержать одного психованного убийцу. Но психованный убийца задержал их, пристрелил одного мента, а другого подставил, и тот сел на 12 лет. Пока сидел, получил от своих сокамерников по голове, заработал инвалидность и ушел на УДО через 6 лет отца. И тут подходит к нему девушка и говорит: так и так, вот тебе деньги, приходи пообедать. Пришел пообедать, вот тебе деньги за то, что пришел. Я все решила. Если сделаешь, хорошо.
Если не сделаешь, тебя убьют. И нужно сделать, убить вот этого злодея. И дальше начинается кино. Смотреть интересно. Куча актеров хороших. Во-первых, собрали почти всех солдат. Не в смысле военных, а в смысле, помните, не помните, очень давно был такой сериал «Солдат». И вот почти весь этот сериал, все эти солдаты выполняют какие-то роли здесь. Кто-то главный злодей, кто-то главный подмастерье, папа злодея, кто-то то, кто-то все, кто-то телохранитель. Ну, все уже, да, взрослые, совсем не солдаты, отлично играют. Ну, почти отлично. Но в любом случае кино смотреть интересно. С одной стороны, вроде есть какой-то экшен, но снято как-то так, что этого экшена вроде как бы и не видно. Он вроде есть, вроде дерутся, вроде стреляют, вроде за фильм там сотню человек поубивали. Ну что-то раз, все, этих отнесли. Шел, хопа, по башке прилетело, а дальше пошел. Основная движуха, она идет как-то на слова. Все вроде как бы оно есть, но как-то оно проходит мимо. Но при всем при этом сериал смотреть интересно. Что, в принципе, я вам и рекомендую сделать. Ну а тем временем, как подать о себе знать, вы в курсе. Донатная ссылка, подписка на Бусти. Пишем, комментируем, лайкаем. И в принципе все. Увидимся через 4 дня. А пока, всем пока. А я пойду себе кофе сделаю, сигаретку выкурю и спать. Надоели на сегодня.